Привет! Как и обещала в предыдущем видео, сейчас вам расскажу, каким же образом сущности попадают к нам или в нас. Ну или, как мы договорились уже называть их щадящие, темные энергии. Способов на самом деле немало. Есть такая история, как родовая дорога. То есть попадают к нам в нашу жизнь с помощью рода. Это может быть какая-то отработка, это там грехи наших бабушек, дедушек, ну и так далее. Может быть даже там из поколения в поколение, и уже там одно, два, там 3, 5, 7 колен. Такое возможно, но это одна история. А есть еще другая, точнее другие истории, которые мы сами можем заполучить их в течение нашей жизни. Это наши ошибки, неосторожности, неосмотрительные поступки. В общем, называть можно как угодно, но суть остается сутью. Можем получить их в себя, либо они будут находиться рядом с нами, поедать нашу энергию. Ну и если интересно более подробно, в предыдущем видео я все подробно уже рассказала. Значит, смотрите, первое, самое главное, самая часто встречающаяся причина, откуда в человеке появляется сущность или темная энергия, или рядом с ним живущая потом в итоге там у него дома, в его детях или рядом с его детьми, это, конечно, игры с эзотерикой. Это магия. Люди, которые пытаются что-то, чего-то добиться в своей жизни или что-то получить с помощью магии, самостоятельно это делают, да, либо с помощью другого человека. Путь самостоятельности тоже весьма условен и очень небезопасен. То есть в интернете можно найти различного рода заговоры на богатую жизнь, можно сделать приворот, можно заполучить счастье, успех, другую внешность, да все что угодно там можно найти. Но на самом деле именно там можно найти и вот эти вот субстанции, которые потом изрядно испортят вам жизнь. Такая же история практически, если обращаться к другому человеку, к специалисту, допустим, там, к ведьме, да, которых сейчас достаточно много. Вы чистыми от ведьмы тоже не уйдете. Я, кстати, записывала, там тоже у меня есть видео, по-моему, с приворотами, где я описывала работу ведьм в этой части. Но, собственно, их работа не отличается сильно от того, что я говорила, и в этом направлении тоже. То есть, если вы посещаете такого специалиста, то неминуемо вы уйдете от него вот с каким-то другом, и какое количество времени он останется с вами, тоже там большой вопрос, смотря зачем вы обращались, что вы хотите и что вы там делали. Допустим, есть ритуалы разные, есть жертвоприношения, есть заговоры, то есть тоже нужно смотреть, это от этого зависит, на какое количество времени вы такого соседа себе взяли. Ну и, конечно, какие последствия от этого могут быть. Что касается, если вы сами начинаете погружаться в эзотерику и в различные манипуляции, нужно понимать, что все не так просто. И такие манипуляции просто так не работают. Да, они работают за счет сущности, но помимо этого, помимо просто того, что они с ними работают, есть правила безопасности, есть определенные правила, которые знают даже не все ведьмы, к которым вы, там, или не вы, в принципе, какие-то люди там собираются обращаться или обращаются. То есть вам какую-то манипуляцию провели, но саму информационную часть, самую важную для безопасности, ведьма может даже не знать. Либо, если знает, это очень-очень малая вероятность того, что она позаботится и о вас тоже, для того, чтобы вы там как заказчица или заказчик получили свое и остались потом в безопасности. Вот я много каких работ видела и лично знала тех самых ведьм, и ни одна из них не думала о своих заказчиках, то есть о своих клиентах. Ни одна.
То, что они скормят вашу же энергию там своим этим сущностям, это да, это вполне вероятно. Поэтому еще раз повторяю, что подумайте много раз, прежде чем кому-либо обращаться, а особенно если делать что-либо своими руками, весьма чревато последствиями. И здесь же, в этот же пункт можно добавить руны. С этим нужно быть особо внимательными. И также, когда люди обращаются к кому-то, допустим, не за приворотом, а хотят, ну, такой маленький, вот на удачу что-то взять, да, и говорят, конечно, давайте мы не будем колдовать, я просто вам вот подарю какой-то оберег на удачу. Оберег с руническими символами. Здесь просто можно запомнить, если вы видите рунические символы или руны, точно знаете, что нет никаких немножко или может быть, то есть никаких условностей, никаких приблизительно, есть только абсолютно точно. К каждой руне привязана тяжелая история и привязаны вот те самые сущности или там темные энергии, которые подпортят вам жизнь. Если вы видите, что или вас убеждают, что это там какая-то, не знаю, безделушка или там какой-то, не знаю, камушек с руническим символом поможет вам разбогатеть, не верьте. Даже если он вам поможет, это действие будет весьма коротко, то есть в ближайшие, не знаю, там месяц, ну, в течение 3 месяцев, возможно, подействует. Но в любом случае вы потеряете гораздо больше. Достаточно просто себе это отложить и просто не связываться ни с какими символами вообще. Вот, кстати, также такой интересный момент, стоит внимание обратить на одежду. Тоже я много встречала людей, которые носят на одежде, на джинсовках, на косухах, на футболках или там на сумках рунические символы. Если как-то вот вас тянет в эту область, все же изучите, какой именно символ на ваши вещи, ну, чтобы потом не притянуть к себе какие-то неприятности. Значит, еще во время бессознательного состояния могут войти эти сущности в нас или к нам. Это наркоз, это обмороки, это сон и это состояние алкогольного опьянения. Ну, возможно, я не все перечислила, но вы понимаете, что по аналогии можно там, возможно, что-то еще вспомнить. Кстати, по поводу алкогольного опьянения. Такой очень интересный момент. Я думаю, что вы не раз слышали, ну, может быть, от бабушек, либо, в принципе, от людей, там, работающих с этим, о том, что зеленый змей сгубил какого-то человека. И интересный момент, потому что та самая сущность, которая вводит человека в состояние запоя, именно выглядит как зеленый змей. То есть можете понимать, да, что там это наши там бабушки об этом говорили тоже не просто так. Следующий пункт – это во время психоэмоциональной слабости человека. Когда человек слаб, когда он, как мы говорим, морально истощен, это моменты тоже способствуют вхождению или пребыванию сущности рядом с человеком. Еще достаточно такой весомый пункт, оставила его напоследок, это возможность получить такое соседство, находясь в энергетически неблагополучных местах. Это кладбище, это места захоронения, места скорби, убийств, особенно, понятно, да, массовых убийств, где наверняка души остались неупокоенные, различные военные захоронения или где происходили масштабные военные действия. Долго в таких местах находиться, конечно же, нельзя. Вообще, что говорить, если сказать о кладбищах, мы там бываем, есть определенные правила. Лучше всего приезжать на кладбище в определенный день, родительский день. Либо еще второй день в году, это на день рождения человека. Но лучше вообще, конечно, вот помянуть его дома, а приезжать в родительский день. Там, где много людей, сделать то, что нужно, то есть там делать уборку, какие там действия еще можете совершать недолго и спокойненько уехать домой. Нечего делать на кладбищах без нужды, то есть как тоже есть такая мода гулять или просто посмотреть, это тоже весьма такое опасное действие. Если вы не ведьма, то делать вам там нечего.
Ну что ж, берегите себя и вашу энергетику.